Кряква поистине универсальная утка. Природные способы кормежки этой птицы весьма разнообразны. Самым простым является заглатывание пищи целиком. Так поедаются желуди или небольшие моллюски, которые только-только пролазят в глотку. Приспособлены кряквы и к щипанию травы, хотя делают это не так успешно, как более короткоклювые гуси и свизи. Умеют утки искать пищу на ощупь, опуская клюв в листву и пощипывая поверхность грунта. Скорее даже не на ощупь, а на вкус. Подобный прием может использоваться и при небольшом мокром снеге, особенно в конце осени. Типично утиным способом кормления является фильтрация. Кряква набирает в рот воду кончиком клюва, а затем языком выдавливает ее через роговые пластины с боков. Тем не менее, кряква не специализируется на этом, и диаметр фильтруемых частиц довольно велик. Этого достаточно, чтобы выбрать насекомых из грязи или ряски. Для облегчения фильтрации донных беспозвоночных утки могут взмулявливать ил на дне ногами. Кряквы часто кормятся со дна, опрокидывая свое тело и опуская в воду голову и длинную шею, так что над водой торчат только ноги и хвост. Для такого способа кормежки, особенно на бурном потоке, приходится приложить больше усилий. Кряквы могут нырять за пищей, но нырки довольно кратковременные. Применение крыльев помогает немного увеличить глубину нырка. Некоторые кряквы умеют даже рыбачить. Делают это утки только на мелких участках водоема, где рыба не может уйти на глубину. Погоня увенчалась успехом. Наступает зима, и реки сковывают льдом. Значительно сокращаются водные кормовые угодья. Сушу укрывает снег, лишая крякв доступа к траве. Последние клочки трав служат предметом конкуренции. Постепенно все выедается до корней. Попытки есть семена полыни не дают сытости. Но кряквы остаются в Твери, и причиной тому является подкормка со стороны человека.
Еще с осени птицы собираются на подкормочных местах. Зимой такие места оказываются порой вдали от воды. Птицы обычно присоединяются к тем, кто оставался в таких местах все лето. Некоторые скопления образуются на бурных охладительных каналах. Другие у мелких ручьев с ледяными берегами. Третьи на крутых берегах. Сложные условия не пугают крякв, лишь бы можно было поесть и попить где-нибудь поблизости. В отличие от диких условий, тут кряква не приходится самим искать себе пропитание. Только ждать, порой довольно долго. Быстро утки научаются отличать потенциальных кормильцев, старушек, маленьких детей, а в идеале всех вместе. Меняют утки и время активности, подстраиваясь под ритм жизни человека. Вечером кормящих больше, поэтому утки прилетают много позже восхода, а улетают за несколько часов после заката. В местах подкормок порой собирается так много уток, что кормятся они друг у друга на головах. Понятно, что в такой давке возникает огромная конкуренция. Чтобы избежать ее, кряквы научились прибегать к нескольким стратегиям. Первая стратегия – есть что дают. Особо привередничать уткам не приходится. Свежий хлеб, тем более корочку, сложно разломить, не размачивая. Вот и приходится утке молотить ее, мусолить и снова молотить. Полбуханки ржаного хлеба поначалу кажутся страшными, но оказывается, его тоже можно пощипать немного. Размочить хлеб не значит съесть его. Некоторое тесто становится липким, и проглотить его не так просто. Однако не хлебом единым уток кормят. На втором месте стоят крупы. Утки жадно набрасываются на корм, но проглотить полный рот крупинок сложно, и птица постоянно давится.
Часть всегда теряется в снегу, и все еще голодные кряквы копаются в нем, подбирая кусочки пищи. Мельчайшие крохи собираются весьма тщательно. В конце концов выклевывается даже снег со вкусом пищи. Зимой утки иногда едят даже яблоки. Конечно, это не питательный хлеб, но в условиях нехватки пищи сойдет. Вообще кряквы и яблоки едят редко, но в этот раз съели полностью. Соленый кусочек свиной кожи тоже показался съедобен, но проглотить его оказалось слишком сложно. Вторая стратегия. Выделись из толпы. Необычную птицу захочется покормить каждому. Везет в этом плане всем некряквам. Гусю, слиези. Шилохвости. Морской чернити. У всех иновидцев, выделяющихся из однотипной стаи, проблем с подкормкой не возникает. Однако кряквы тоже могут выделяться. Конечно, сами они не могут выбирать свой окрас, но особям с резкими отклонениями живется в городе куда лучше. Им не нужно много уметь. Пищу обычно стараются до них докинуть кормящие. Кто-нибудь из их многочисленного числа докинет. Поэтому расторопными таких птиц не назовешь. Правда, на этом вся польза отклонений в окрасе заканчивается. С размножением и защитой от хищников у таких птиц большие трудности, опять же по причине заметности. Поэтому все аберраты еще и очень осторожны, словно осознавая, что притягивают к себе внимание. Правда, доверчивым птицам живется лучше.
Иногда изменения в окраске незначительны, что особо не дает заметности. Такую утку с черными, а не синими зеркалами на крыльях вряд ли заметит обычный прохожий. Отдельно выделяются инвалиды. Без хвоста, без ноги, да еще и с подзадным прошлым. С наростами на клюве. Они не только выделяются, но и давят на жалость прохожих. Хотя с эволюционной точки зрения это не играет роли. Не сами же они себя уродуют. Однако выживают они хорошо. Чего стоит этот селезень-подранок с обледеневшим крылом? Он не только не погиб и оттаял, а еще и успешно перезимовал. Третья стратегия – хватай быстрее других. Часть особей пошла по пути поедания самого лучшего – свежего белого хлеба. Утки научились ловить бросаемые куски прямо в полете. Удивительная ловкость. Четвертая стратегия. Отнимай кусок у того, кто его не съел. Ничего не стоит отнять хлеб у тех же нерасторопных выделенцев. Однако иногда большой кусок выпадает и обычной крякве. Тогда начинаются погони. Ни убегающие, ни нападающие не желают сдаваться. Покою нет нигде. Когда утка чувствует, что поесть ей не дадут, она улетает вместе с куском хлеба. Вряд ли в дикой природе можно увидеть летящую крякву с пищей в клюве. Иногда кусок приходится уберегать и от других видов птиц. Загнанная воронами утка бросает хлеб. Правда, иногда кряква оказывается очень упорна. Ворона не сдается.
Утка летит обратно на сушу, но это чуть не становится ошибкой. Наконец кряква все-таки улетает в воду. Ворона не может долго летать на месте после погони и сдается. Другие кряквы сразу догадываются поесть на воде. Пятая стратегия. Падай вслед за куском хлеба. Заключается она в том, чтобы в полете дождаться падения куска и нырнуть вслед за ним. Схожим образом обычно кормятся чайки. Кряквы не так легки в полете, а потому удачных нырков было немного. Примечательно, что данная техника появилась у диких крякв, прикормленных в 2018 году в Весьегонске. То есть выработалась она на собственном опыте у почти полностью дикой птицы. Шестая стратегия. Будь как можно ближе к кормящему. Самые доверчивые особи кормятся с рук, получая вдвое больше хлеба, чем окружающие. Седьмая стратегия. Поймай хлеб до того, как его бросят. Вытекает из предыдущей. Некоторые особи пытаются есть хлеб прямо с руки, в полете или прыжке до того, как его бросили. Естественно, это выше, чем просто прыжок. Но зато обычно таких инициативных уток всегда покормят. Восьмая стратегия – попроси накормить себя. Вершина развития уток. Одна единственная утка в Твери догадалась щипать и дергать кормящего сзади за штаны и обувь, обращая на себя внимание. Необычно то, что утка хоть и знает о хлебе в руках, но не видит его перед собой, в отличие от всех предыдущих стратегов. Такой условный рефлекс – подергать, покормят – уже сродни дрессировке. Как тут ее не покормить? Кто знает, на что пойдут утки в будущем, пытаясь урвать свой кусок.